Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Каждый раз себе говорю: захотелось поработать, ляг, поспи, и все пройдет. Ага, уснешь тут. Мелкие лоскутки надо сразу пристраивать, пока с ними еще как-то можно бороться. Для начала рассортируем светлое, темное. Ничего заранее не выкраиваем и не режем. Но выкройка нам все равно понадобится. И шить будем по основе, по клеевому флизелину. Мне так удобнее. Сразу отвечаю всем любителям поворчать. Этот флизелин брала в интернет-магазине по цене 25 рублей за погонный метр. Размеры деталей показываю свои, но вы можете сделать больше или меньше. Квадрат основы 23 на 23 сантиметра. Его разделим на четвертинки, а потом еще разрежем по диагонали и отметим контрольные точки. Я все делала на глаз, но в итоге у нас должны получиться прямоугольные треугольники, разделенные на 3 части. Дальше работа с этими заготовками самая простая. Центр закрываем светлой тканью, а по краям темная. Как это лучше технически сделать? Клеевой флизелин прозрачный. На сторону с клеем укладываем светлый кусочек лицом вверх. К нему, лицом к лицу, укладываем темный лоскутик. Выравниваем по линии шва. Естественно, оставляем припуск на шов и прокладываем строчку. Здесь самое главное следить, чтобы потом при отгибании все края были закрыты. Когда шьем, мы видим линию, по которой надо шить. Когда пришили первые детали, можно расправить ткань, подровнять и отрезать лишнее. И хорошо сразу же проутюжить эти заготовки. Тогда и ткань ляжет ровнее, и дальше работать будет гораздо удобнее. Естественно, утюжим аккуратно ту часть клеевого флизелина, которая еще не закрыта тканью, не трогаем. У подготовленных таким образом деталей остается только закрыть еще один угол. Работа эта неспешная, каждый кусочек подбирается по длине и по цвету, а потом уже все детали проутюживаем и тщательно подравниваем. Заготовки получаются все одинакового размера, немного похожие по цвету, но все разные. А теперь наступает самый интересный этап работы. Из этого хаоса складываем узор. Конечно, стараемся, чтобы рядом лежали кусочки разного цвета. Так наша картинка будет выглядеть интересней и эффектней. Интересно, почему у других блогеров это срабатывает? Ага, узор готов. Теперь только остается его сшить, соединить. Сначала прошиваем все диагонали. Когда треугольники соединены в квадраты, продолжаем работу. Шьем детали сразу вертикальными колонками. Смотрите, какая интересная конструкция у нас получается. Все держится на соединительных швах. Вот на этом этапе надо обязательно пройтись по всем швам с утюгом, все тщательно расправить и подтянуть. Иначе потом это будет сделать очень сложно. А уже после этого мы все прошиваем по горизонтали. У меня получилась заготовка 38 на 38 сантиметров. В принципе, если хотите, то можно нашить еще таких деталей и продолжить дальше узор. Но мне хочется закончить эту композицию, подчеркнуть ее темно-синей рамкой. Просто обошьем заготовку со всех сторон полосками ткани шириной 5 сантиметров.
При этом, обратите внимание, сначала мы обшиваем две противоположные стороны, а уже потом закрываем две другие, более длинные. Мои самые внимательные зрители, конечно же, помнят этот блок. Мы его шили чуть раньше, а сейчас продолжим с ним работать. Для начала надо закрыть обратную сторону. Вы же понимаете, что когда мы шьем из маленьких лоскутиков, надо все ткани и швы дополнительно укрепить, простегать и прошить. Для этого возьмем кусок вспомогательной ткани, уложим на него утеплитель, а потом нашу красивую лоскутную деталь. Обратите внимание, вспомогательные материалы по размеру немного больше лоскутного верха. Все хорошенько подтянем, расправим и заколем английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. Сразу же наметим линии стежки. Прошивать будем прямыми линиями в шов, подчеркивая сияющие грани. А теперь раскрываю самый главный секрет ровной стежки. Надо, чтобы все полотно лежало ровно, на одной плоскости с игольной пластиной. У меня простая бытовая швейная машинка, поэтому работаем с самодельным приставным столиком. Стежку начинаем с середины полотна. Линии прямые, лапка обычная. Когда все готово, полотно проутюживаем, подравниваем края и отрезаем лишнюю ткань. Из этой заготовки сделаем декоративную наволочку с клапаном. Подготовим 2 куска ткани, обработаем у них один край двойной подгибкой и сначала пришьем большой кусок, прошьем его по 3 сторонам, а уже после этого пришьем узкую часть. Этим клапаном мы закроем вход в наволочку. Открытые срезы обработаем зигзагом и вывернем нашу декоративную наволочку. Знаете, девочки, я уже нашила очень много и подушек, и пледов, и одеял. А теперь шьем наволочки для хранения. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Ведь таким образом можно пристроить все небольшие лоскутики, дать им вторую жизнь. Шейте, творите, вытворяйте. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте и в Одноклассниках. Там вы можете показать фотографии своих работ. В наших группах самая доброжелательная атмосфера. Я сама слежу за порядком и никого не даю в обиду. И напоминаю, что полное собрание моих видео вы можете найти также на платформе Дзен. Там есть и мастер-классы, форматы статей. В общем, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь на все мои соцсети, на Дзен и на YouTube. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!